Великая Отечественная война стала огромным испытанием как для нашей с вами страны, так и для каждого человека в отдельности. Но не все его выдержали. Об этом свидетельствует явление, о котором долгое время предпочитали умалчивать – дезертирство. Только в период с начала войны до конца 1941 года органы НКВД задержали свыше 710 тысяч дезертиров. Первый случай дезертирства был зафиксирован уже 1 июля 1941 года на Оренбургской железной дороге. Тогда новобранец спрыгнул с идущего на полном ходу военного эшелона. Очень непросто посчитать общее количество дезертиров Красной Армии за весь период войны, так как невозможно установить, какое количество из погибших солдат самовольно покинули поле боя. Не учитываются и пропавшие без вести. По некоторым источникам, число дезертиров за всю войну составило 1,7 миллиона человек, а уклонистов 2,5 миллиона человек. Всего же за годы войны за дезертирство было осуждено более миллиона человек, а расстреляно более 150 тысяч. Что же заставляло советских солдат уклоняться от священного долга? Одной из главных причин историки называют раскол в обществе, порожденный Октябрьской революцией. Идеологические противники или пострадавшие от советской власти явно не хотели гибнуть за интересы своих врагов, а кто-то из них откровенно надеялся и на падение ненавистного режима. «Дорогой сынок, хлеба не дают уже месяц, помощи не оказывают, дров не дают, не обращают внимания на то, что ты трижды орденоносец. За что воюете?» Слова матери одного из солдат, проникнутые обидой на местную власть. Тяжелая обстановка и бюрократическое злоупотребление создавали почву для антисоветских настроений. Уклонялись также по мировоззренческим и религиозным мотивам. Дезертировали, стремясь присоединиться к своим родным на оккупированной территории. Однако большая часть не желавших защищать Отечество делали это по причине страха за собственную жизнь. Для того, чтобы военнообязанный мог легально находиться в тылу, нужно было получить бронь. Документ, освобождающий от отправки на фронт. Бронь давали высокопоставленным специалистам и важным для государства людям. Нередко благодаря недобросовестным чиновникам бронь получали и те, кто не имел на это никакого права. Больше всего уклонистов было в Москве, около 45% от общего числа военнообязанных. Для сравнения, в городах Западной Сибири их количество не превышало 28%, а в сельской местности 5%. Освобождение от несения воинской службы получали и по состоянию здоровья, что только ради этого не делали. Травились, занимались членовредительством, стрелялись, имитируя ранения. Сначала больных и покалеченных отправляли в санчасть, а там, если повезет, демобилизовывали. Для получения заветной брони шли на сговор с врачами. Сумма в 5000 рублей помогала получить спасительный диагноз, например, шизофрению или туберкулез, который навсегда освобождал от службы в армии. Зафиксированы случаи, когда за деньги медперсонал вводил под кожу уклониста инъекцию бензина. Она вызывала опухоль, и это позволяло продолжительное время находиться на лечении. Верховная власть серьезно озаботилась этой проблемой лишь в ноябре 1944 года, когда Берия в своем донесении Сталину отмечал, что вскрыты случаи незаконного освобождения работниками военных комиссий военнообязанных Красной Армии. Способы избежать попадания на фронт были самыми разнообразными. Например, при осмотре хлева в одной из узбекских деревень милиционеры спугнули стадо баранов, кроме одного, завернутого в баранью шкуру дезертира. Неподалеку был обнаружен и некий Инамов, который больше года скрывался от представителей закона в гнезде аиста. Дезертирство стало благоприятной средой для бандитизма. 56% всех разбоев и грабежей – дело рук дезертиров. Огромное количество вооруженных группировок действовало на еще не оккупированной территории СССР, грабя крестьян и нападая на продовольственные обозы и склады. В связи с чрезвычайными условиями военного времени отделы НКВД, а позднее СМЕРШ, наделялись особыми полномочиями, в том числе и правом расстрела изменников на месте. Самая масштабная операция по розыску и поимке дезертиров была проведена летом и осенью 1944 года. Тогда в результате усилий НКВД, НКГБ и СМЕРШ
была арестована 171 тысяча беглецов. Из них около 104 тысяч отправились на фронт. Власти предпочитали отправлять дезертиров на передовую, чем держать в тюрьмах. Более того, органы СМЕРШ прекращали дела тех солдат, которые отличились в боях, и тем самым подтвердили свое мужество и верность присяге.